пространство мы назвали Арт-квест Мистерион. То есть это связано с понятиями поиска, искусства, творчества зрителей и посетителя. 300-метровый зал оформлен как лабиринт поиска. Я имел в виду, что это лабиринт не только поиска выхода из ситуации, лабиринт поиска смысла, счастья, оптимизма, веры. Знаете, вот меня потрясает книга Ильина, нашего русского философа, книга размышлений. Я ни в коем случае не сравниваю себя, но мотивы примерно те же. Это пространство размышлений. Мы сделали специальную такую театральную среду движения с элементами руинирования проходящего материального окружения нашей жизни. Сделали знаковую систему планировки. И здесь выставлены около 30 моих арт-объектов, но это не скульптуры, их называю композициями, потому что они являются элементами единого проекта под названием «Музей бессонницы». Бессонница как синонима трепетного поиска смысла, напряжения энергии. Это не сон, не ленность разума и сердца, а поиск. И в этом поиске условно я представлял все время встречу с загадочными сущностями, многоликой сущности под названием «жизнь». Жизнь материальная, плотская, жизнь душевная и духовная. Она, муза встречи, провоцирует во мне разные состояния. Печали, энергии, загадочности, напряжения, вопрошения, радости, почтения, грусти, любви, памяти. И это может быть до бесконечно продлеваться в этом плане, в моей идее. Я хочу это потом закончить музой самозабвения и ухода из этой материальной жизни. Но с оптимизмом. Но до этого ухода, вот, пройдя этим пространством, я хотел бы, чтобы человек нашел бы в себе силы отвечать на самые главные вопросы. Сказано ведь, что поиск смысла жизни уже сам по себе является смыслом жизни. Это прекрасная идея. Еще мне нравится идея, что задать себе самый главный вопрос бытия не менее важно, чем найти на него ответ. Вот я с каким-то самозабвением, как могу, леплю свои объекты, многоликую сущность жизни и смерти, встреченную нами. В русском языке женская идея потрясающе выражена в том, что подавляющее большинство их архетипных, фундаментальных терминов, понятия – это женская суть. Она, жизнь и смерть, начинается с этого. Вот судьба нашего этого павильона пока еще не определена, подвешена, как все в этом мире. Мы надеемся, что мы посещаем как пространство квестов, как пространство неких поэтических акций, вечеров, собеседований, мини-спектаклей, даже, может быть, каких-то таких, понимаете, философских мероприятий. Не буквально, не урока в классическом понимании, а мистерий сопричастности, где и зрители, и ведущие находятся в постоянном контакте. Хотим добавить чудесами, интерактивными оживлениями объектов, специальными звуками, эффектами световыми. То есть развивать этот объект постоянно. Вот. Я мечтал бы о том, чтобы это потом стало стационарным учреждением, частным или государственным, социальным. Не то, чтобы оставить память о себе любимом, упаси Боже, чтобы просто транслировать вот это некое желание быть счастливым. Я человек грешивший, но последние годы я совершенно умышленно молю Бога только о двух вещах. Клянусь вам искренне, я молю Бога послать мне доброты в душу мою и укрепить веру в божественный смысл исхода из материальной плоти. Вот, если этот объект будет развит и как-то останется жить после меня, я буду рад, потому что не того, что я мечтаю о каком-то, знаете, земном бессмертии. Нет, я мечтаю о том, чтобы быть вместе с вами. Мечтаю о том, чтобы эта бессонница была не синоним негативного напряжения, а наоборот, напряжения великолепного. Я один, я со всем миром. Я и мы все. И что мы все соединяемся вот в этом самом контуре сферы разума, ноосферы, где нет ни жизни, ни смерти, нигде нет прошлого, где есть потрясающая память
уважение, почтение и какое-то ощущение счастья быть живым, обладая знаниями о смертности плоти и знаниями о бессмертности души, который вливается в общий бессмертный божественный дух. Вот такой завет